Я хочу обратиться к себе подобным, к тем, кто ведет свой канал на YouTube. Я рекомендую вам не подписываться на мой канал. Все ли в порядке с моей головой? Ведь у меня не так много подписчиков, чтобы их игнорировать. До заветной 1000 еще далеко. Сейчас буду объясняться, иногда обращаясь к аналитике своего канала. Вам ведь интересно, что творится в статистике вашего коллеги по YouTube? Заодно и попробуем разобраться с подписчиками, какими они бывают, насколько они лояльны вашему каналу и можно ли добиться их расположения, ничего не делая для этого, кроме, разумеется, создания своего контента. Уверен, у каждого из вас под видео на вашем канале есть комментарии, где человек после парочки незатейливых похвальных слов типа «Браво» или «Лайк 31» в адрес вашего ролика приглашает в гости на свой канал или даже заявляет, что уже подписался. Лично мне нравится более изысканная лесть. Такого рода комментарии психологически трудно оставить без внимания. Ну и что в этом плохого, скажете вы? Почему бы в ответ не подписаться? Сделать человеку приятно, ведь нажать кнопочку ничего не стоит. И не страшно, что вы ненавидите джаз, который он выкладывает на своем канале. Вас ведь никто не обязывает смотреть его ролики. Понятно, что причина набрать подписчиков в основном связано с желанием выполнить условия партнерской программы YouTube. То есть не менее 1000 подписчиков и не менее 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев. Вот сейчас я захожу в свою скромную аналитику, и мы видим изнурительный, извилистый путь в сторону монетизации, до которой мне пока еще далеко. Хотя это уже не кажется таким уж нереальным, как несколько месяцев назад. Каналу немногим более года, просмотров всего около 1000 часов, средний CTR по каналу чуть меньше 9, общее количество просмотров более 42 тысяч, чуть более 200 подписчиков. И поделюсь секретом, лишь 18 из них я ответил на данный момент взаимностью. Я совершенно уверен, что набрать эту 1000 способом взаимных подписок задача вполне реальная. Думаю, это можно сделать за несколько месяцев. А теперь давайте попробуем довести ситуацию до желаемого идеала. Я бы сказал, абсурда. Кстати, хороший метод, который часто позволяет понять тенденцию. Итак, представим, что нас, таких взаимных подписчиков, набралась группа из 1001 человека. Разумеется, каждый из нас рассчитывает на то, что остальные участники будут смотреть и комментировать его ролики. При условии, что каждый из нас активен и делает один ролик в неделю длительностью 3 минуты. Это нормально для музыкального, например, контента. Вам будет приходить 1000 оповещений в неделю, и нужно будет посмотреть 3000 минут или 50 часов видео в неделю. То есть 7 часов в день. А если учесть, что нужно оставить 1000 комментариев, тогда к этим 7 часам можно добавить еще часа 2 минимум. Вы не видите, но я сейчас улыбаюсь. Вот, примерно так. Но учтите, вам еще нужно найти время, чтобы создавать свой контент. А у вас еще дети, работа, внуки, дача, ремонт, машина. Меня, например, процесс создания ролика поглощает полностью. Допустим, роликов 10-20 своих подписчиков из этой 1000 за неделю я осилю и даже комментарии напишу. Но это лишь около 2% от всего времени, которое я должен был бы потратить на просмотры всех роликов, созданных в нашей гипотетической группе взаимоподписчиков. И то же самое может сказать каждый участник такой группы. А теперь представим, что вы, находясь в этой группе взаимоподписчиков, изнуренный просмотрами видео коллег и своими делами, публикуйте ролик. В первые минуты после публикации YouTube начинает рассылать 1000 оповещений вашим подписчикам. Это естественно, что именно подписчиков YouTube считает наиболее подходящей целевой аудиторией, которая готова к потреблению вашего контента. И что видит YouTube? А он видит, что ваш ролик никто не смотрит. А мы-то уже знаем, что вашим подписчикам не до того, чтобы тратить время на просмотр. Они заняты производством своего контента. И это плохо для вашего ролика. YouTube имеет полное основание считать, что если уж подписчики, самая благодатная и благодарная аудитория, не смотрит ваш ролик, то и другие категории людей и подавно смотреть его не будут. А значит, и потенциал для заработка самим YouTube от рекламы на этом ролике ничтожный. Так какой смысл YouTube этот ролик продвигать? На практике, конечно, все несколько иначе и гораздо сложнее. YouTube добросовестно пытается помочь вашему ролику, особенно в первые часы и дни, делая начальные рекомендации не только внутри, но и вне аудитории ваших подписчиков.
В этом легко убедиться, если зайти в аналитику любого ролика, выбрать расширенный режим, выбрать период с момента загрузки и затем нажать вкладку «Статус подписки». И смотрим начальный импульс просмотров в первые несколько дней. График что повыше – просмотры без подписки, ниже – просмотры подписчиков. Очевидно, что YouTube показывает ваш ролик не только подписчикам. YouTube продолжает рекомендовать ролик посторонней аудитории и далее, но не с такой интенсивностью, как в первые несколько дней. Если ролик не цепляет людей, то он постепенно упадет на дно океана под названием YouTube и покроется сверху толстым слоем ила из других подобных роликов. Но даже в этом случае YouTube все же отчаянно пытается кому-то впарить этот ролик, делая понемногу, по несколько рекомендаций в день. И если ролик все же имеет потенциал, то, возможно, через месяц или год постепенно он поднимется. Так может случиться, если вы, например, надумаете поменять значок ролика на более интересный или добавите описание с ключевыми словами, но время будет утеряно. А может произойти и такое. Вот пример одного из моих роликов. Я поступил с ним так же, как и с остальными. Теги, описание, публикации в соцсетях. Видите, какой пассивный график просмотров первые 2 месяца. И вдруг в новогоднюю ночь YouTube решает, что ролик достоин продвижения. И мы видим стремительный взлет просмотров. Если открыть источники трафика, то видим, что этот взлет произошел за счет активных рекомендаций по инициативе YouTube. Неисповедимы пути ютубова. Вернемся к главному. Так нужны ли мы, ютуберы, производящие контент, друг другу в качестве подписчиков? Думаю, что не очень. За исключением разве что начального этапа, когда ваш канал похож на только что родившегося жеребенка, едва стоящего на трясущихся ножках. Да, небольшое ядро из десятков другого взаимоподписчиков с искренним вниманием, относящихся к вашему каналу, а таких вы обязательно почувствуете, поможет вам на первых порах доброжелательными комментариями и просмотрами. А какие же подписчики нам нужны? А нужны нам те, которые не ведут свой канал, те, которые не занимаются активным созданием контента, а являются в основном его потребителями. Таких на YouTube подавляющее большинство. Потенциально это миллиарды людей, подключенных к интернету. Это те, кто после работы, поужинав, выпив рюмочку коньяку, берут свой гаджет и с искренним желанием тратят время на просмотр ваших роликов. Гуру от YouTube утверждают, что именно эта категория подписчиков обеспечивает в момент выхода нового ролика главный импульс просмотров, в то время как взаимоподписчики в этом трафике почти не участвуют. Я попытался изобразить примитивную картинку, на которой можно увидеть, как структура ваших подписчиков влияет на стартовые просмотры. Вот вариант, когда структура подписчиков наполнена большей частью обычными пользователями YouTube. Примерно 20-30% таких подписчиков делают начальные просмотры после выхода ролика. А это вариант структуры с преобладанием взаимоподписчиков. Здесь они делают начальных просмотров существенно меньше. Вывод прост. Чем меньше у вас взаимоподписчиков в процентном отношении, тем больший старт просмотров вы получите в момент выхода ролика. И тем больше шансов, что ваше видео будет набирать просмотры активно. А как можно оценить лояльность ваших подписчиков в целом? Опять поможет всемогущая статистика. Вот мне очень любопытно. В структуре моих подписчиков не более 20 человек взаимных, и я стараюсь не увеличивать их количество. Но среди вас, скорее всего, есть такие, кто активно набирал подписчиков способом взаимной подписки. И такие подписчики составляют большинство. Попробуйте сделать на вашем канале оценку лояльности своих подписчиков, как я сейчас это сделаю, и напишите в комментариях о результатах. Или хотя бы сделайте вывод для себя. Для этого заходим в аналитику, выбираем какой-нибудь ролик, желательно выпущенный месяц назад, чтобы статистика уже накопилась. Заходим в расширенный режим, выбираем временной интервал, чтобы в него попадал участок с момента загрузки, и нажимаем закладку «Статус подписки». Смотрим вот этот стартовый импульс просмотров. Выбираем с подпиской и подсчитываем приблизительно хотя бы, сколько подписчиков посмотрели ваш ролик за первые активные дни и сопоставляем с общим количеством подписчиков на этот момент. В моем конкретном случае около 30 подписчиков посмотрели ролик. Это очень хорошее соотношение. Правда, при таком небольшом числе подписчиков оценка получается менее достоверной, а статистика любит большие числа. Поэтому мне очень интересно послушать тех, у кого много взаимоподписчиков, несколько сотен и более. Если не лень, пишите в комментариях, что у вас получилось.
Вот вам еще лайфхак по поводу определения лояльности ваших потенциальных подписчиков. Представим, что вы получили хвалебные комментарии типа «Браво», лайк с приглашением на свой канал. Подождав несколько минут после обнаружения этого комментария, совершаем такой подлинненький поступок. Открываем вашу творческую студию именно в мобильной версии. Открываем аналитику откомментированного ролика, выбираем время просмотра, период времени 60 минут и смотрим метку длительности просмотра, примерно соответствующую времени оставления комментария. В большинстве случаев, если просмотров немного, вы можете оценить, сколько секунд потратил этот человек на просмотр именно этого ролика. Очень часто оказывается, что он посмотрел лишь небольшую часть. И можно сделать осторожный вывод, что у этого человека, учитывая незатейливость его комментариев, а также учитывая, что он ведет свой канал, нет искреннего интереса к вашему контенту. И как потенциальный подписчик он вам не выгоден. Но вы должны понимать, что это косвенный способ, и использовать его нужно с осторожностью, чтобы не сделать ошибочный вывод. А как же завоевать настоящих подписчиков? Ответ банален, и вы все его знаете. Ваши видео должны цеплять людей. Подписчики придут сами. Хочу показать примеры взаимосвязи или корреляции, как говорят математики, между ростом просмотров и ростом подписчиков из своей аналитики. Вот ролик, который 2 месяца лежал почти без движения. Точнее, он продвигался в рамках близких к средним показателям по каналу, а потом YouTube решил его продвигать активно. Сейчас не время для анализа причин, я просто хочу показать 2 графика. Первый – это график просмотров с нарастающим итогом, вот он. Второй – график привлечения подписчиков, пришедших во время просмотра этого ролика, вот этот график. Вы видите, что между ними явная зависимость. А вот другой ролик, та же ситуация, явная корреляция графиков просмотров и привлеченных подписчиков. Вот еще один просмотры, подписчики. А вот ролик, которому не удается подняться, хотя мне казалось, что тема игры на бокалах может быть интересной. Видите, здесь практически нет подписчиков. Соответственно, этот ролик не привлек подписчиков. Что-то в нем не так. Ну, а те ролики, которые растут, будут локомотивами вашего канала и привлекать в основном именно тех подписчиков, которые искренне оценили вашу работу и наверняка будут давать вашему каналу просмотры. Вот и получается, что вам для привлечения подписчиков не нужно что-то делать специально, кроме как работать над качеством своего контента. А знаете ли вы, что правило YouTube относит к мошенничеству ситуацию, когда один участник предлагает другому взаимную подписку? Но здесь важно понимать, что подразумевается такое предложение в открытой форме. Такие откровенные предложения YouTube пытается блокировать, а комментарии с такими прямыми предложениями часто попадают в спам, особенно если они одинаковы по содержанию и рассылаются на многие каналы. Более того, как пугают гуру от YouTube, вы можете заработать черную метку спам-аккаунт, о которой и знать не будете, но YouTube прекратит продвигать ваши ролики. Нужно ли вам портить репутацию вашего канала? О, чуть не забыл. Ковыряясь в статистике, я обратил внимание на факт, который меня удивил. Вот типичная ситуация по источнику начального трафика, просмотров одного из роликов. Смотрю источник трафика, уведомления и удивляюсь. Лишь единицы подписчиков смотрят ролик по причине получения уведомления. Вот в этом ролике конкретно их всего 4 человека. Но смотрите. Если я добавляю внешние источники трафика, а для меня это означает просмотры из-за публикаций ссылок на ролик в социальных сетях, а я это делаю всегда, то видим уже существенную прибавку в начальном импульсе просмотров. Вот уже около 50 человек. Возможно, многие подписчики просто не знают, что есть такая штука, как колокольчик, который нужно нажать для выбора режима оповещения при подписке. Поэтому, если после всего, что я наговорил, у вас возникло желание непреодолимой силы подписаться на мой канал, то обязательно нажмите колокольчик и выберите удобный вам способ оповещения. Возможно, вполне, что найдутся и те, кто захочет отписаться. Я отпускаю вас с легким сердцем, никаких обид. А сейчас, обещанная в начале, крошечная музыкальная загадка. Вам нужно узнать этот музыкальный фрагмент и определить его музыкальный размер или тактовый размер. Это число ритмических единиц в одном такте. Если вы хоть немного музыки, то вы в курсе. Если определите, пишите в комментариях. Победителя закреплю в топе.